Здравствуйте, представители знака зодиака Лев. Июнь 2024 года. События на пороге. 3 главных события. Таро прогноз, гороскоп. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о том, что вы переживаете в данный момент, что вы чувствуете. Или ваши волнения. Он не передаст. Но, с другой стороны, я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И глядя на образы карт, вы сумеете просчитать какую-то свою жизненную ситуацию. Или, возможно, жизненный пазл для вас сойдется. Или по нашим картам всегда это метафора. Вы сможете как-то беспристрастно взглянуть на ваши проблемы и в последующем решить опять же свой вопрос. Ведь когда мы смотрим прогнозы, гороскопы слушаем, все равно каждый думает о своем и перекладывает на свои реалии жизни. Вот, наверное, быть реалистом для нас сейчас основная задача. Чуть позже я опубликую на своем сайте планетарный гороскоп, и следите за публикациями во вкладке «Сообщество». Я там обязательно оставлю ссылку на свой сайт, чтобы вы могли прочитать свои намерения как и с подсказками карт, так и с расписанием звезд. Давайте узнаем. Идем вперед. И у нас сегодня 2 колоды. Первая – это Таро ангелов, поддержки, патронажа ангелов. И вторая колода золоченого королевского Таро, которая будет дополнять, раскрывать некоторые позиции. Первые 2 карты, что нового войдет в вашу жизнь. Или чем вы будете заниматься, как видят карты, период июня для вас, чем он будет связан или какая сфера жизни для вас будет важна или наиболее активно проигрываться. Итак, что нового войдет в вашу жизнь и что вы завершите, что уйдет от вас окончательно. Не обязательно, что это кто-то уходит, хотя я допускаю, могут быть и такие события. Но, возможно, это или больше даже в том контексте, когда вы начали какое-то дело и завершили его. Или начали решать какой-либо вопрос и тоже подвели его к итогу, к окончанию июня. И мы сказали 3 главных события. Второе событие. И третье событие, мои дорогие львы и львицы. Итак, события на пороге. Что же у вас на пороге стоит? Старший аркан Луна. Тут 1000 неопределенностей. Значит, вы можете с чем-то сомневаться. Или, может быть, у вас не хватило решимости на что-то. Или обстановка, все же старший аркан говорит, что да, сейчас принять какие-то решения вы можете, но быть готовым к неожиданностям, мои дорогие львы и львицы. Не отстроится какая-то ваша ситуация очень быстро. По этой карте мы можем эмоционально реагировать на сказанные фразы, слова, очень болезненно воспринимать какую-то критику, есть такой момент. Нужно быть готовым к тому, что люди могут меняться, обещания могут нарушаться. Вас ничто не должно застать врасплох. И сами вы, эта карта конкретно написана, интуиция и иллюзии. Значит, будьте реалистами как никогда в июне. Не должно быть каких-то иллюзий. И вы не должны, к примеру, купиться на какую-то лесть. Или сами себе построить какой-то план, который не жизнеспособен. Поэтому я бы сказала сразу, карта нам говорит о том, что вам нужно любое событие в вашей жизни в июне или любое ваше намерение изложить на бумаге. Бумага имеет волшебное свойство, потому что когда мы перекладываем что-то на бумагу, пусть это ваше намерение, цель, которая где-то в ментальности, но когда вы можете изложить это по пунктам, не начиная с фразы «я бы хотел» или «хотела», или поставить перед собой какую-то цель эфемерную. А когда ваши действия вы прописываете, потом вы составляете пункт 2, что вы будете делать, если первый пункт каким-то образом не срабатывает. И пункт 3, это я, к примеру, экспромтом, когда и первый, и второй пункт тоже по какой-то причине у вас не получается осуществить. Четкое видение реальности, готовности к тому, что мы будем корректировать планы, с кем-то договариваться. И основная ваша задача – сберечь себя, вашу теперешнюю позицию. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, известие о беременности, такое тоже может быть. И как-то по-новому взаимодействовать все-таки с реалиями жизни в июне месяце, мои дорогие
львы и львицы, приходится. И я не могу сказать, что вот эту как обстановку или обстоятельства вы можете коренным образом изменить. Ваша задача быть великим дипломатом и для себя скорее вот выяснить, какая же ваша стратегия, тактика, где ваш наиболее удобный или приемлемый фарватер, по которому вы будете двигаться в последующие месяцы. Что же у вас завершится? Десятка земли, но нам говорят, деньги у вас будут, но для кого-то из вас это смена работы. Смена как источников заработка. Может быть, и будут какие-то или траты крупные. Для кого-то из вас, если вы действительно меняете работу, тогда новый доход. И он может несколько отличаться от вашего прежнего. Вам придется перестроить свою финансовую стратегию. И правда, для кого-то из вас эта вот карта Луна может как раз и свидетельствовать о том, что в вашей личной жизни проходят перемены, и вам, может быть, придется по вашей семье какие-то вопросы держать, и траты какие-то финансовые совершенно в другом контексте осуществлять. Или пусть это будет касаться ваших заработков или места вашей службы. Для кого-то на работе, помимо того, что вы, может быть, ничего не хотели менять, значит, это может быть сопряжено, что в вашей организации там происходят как перемены или смена руководства, смена какой-то тоже стратегии той компании, где вы находитесь. И это может вас затронуть и потребует от вас пересмотреть, опять же, свои траты буквально. Нам говорят о том, что вы не можете полагаться на какую-то прежнюю финансовую стратегию. Она завершается. И ваша задача отстроить совершенно новую концепцию. Я, в общем-то, об этом и сказала. Давайте мы посмотрим 3 главных события. Вот конкретно 13-й старший аркан, и в этой колоде карт окончания, чего-то завершения. И как по карте Луна, да, что-то завершается. Но куда я иду? Или какие передо мной перспективы? Оно может быть для вас, ну, как в вашей видимости или в вашем представлении, в ваших планах или намерениях. Но вас может где-то останавливать вот это чувство беспокойства, чувство тревоги, или то, что я не вижу, ну, четкого продолжения какого-то нового дела, или видение самого себя в новой должности, или когда вы вообще коренным образом перестраиваете свою жизнь, и она связана с изменениями в личной жизни. И тем не менее, что-то завершается. Это конкретно карта окончания, трансформация и освобождение. И как совет от этих ангелов: оставь. Вам конкретно говорит карта: оставь прошлое в прошлом. Оно не имеет для тебя значения. И поэтому, даже если вы будете что-то удерживать, вы можете себе навредить. Часто мы не можем себя сконцентрировать на том, что нам приходится в каких-то новых условиях или взаимодействовать с новыми людьми. И мы чего-то выжидаем, отдавая на волю случая свою судьбу, свою жизнь. Да, так бывает. От нашего ничего не делания это нам кажется, что ничего не меняется или я удерживаю. На самом деле события вокруг нас, они все равно нас несут куда-то. Но мы уже тогда что-то упускаем из-под своего контроля. Поэтому идти в ногу со временем для вас задача номер 1. Или осуществить свое намерение даже пока, если по карте Луна вы видите ориентиры, но нет пока четкого объекта или четкости по какому-то вопросу. Карта говорит: оставь. Не имеет это уже какого-то значения в твоей жизни. А может быть, что-либо продолжать небезопасно. Есть такой момент по аркану Луна, мои дорогие львы и львицы, когда, пусть не в этой колоде 78 дверей, когда нам изображена Луна, я попробую достать все-таки, может быть, я для кого-то из вас рассказывала, может быть, у меня эта колода как раз, да, рядом находится эта карта, обратите внимание. Помню, в каком-то из прогнозов я доставала эту колоду, поскольку эта карта обозначает очень четко, что сейчас происходит. Вот есть вы, у кого-то, мои дорогие девочки, повторюсь, я жду ребенка, и в связи с этим будут перемены в вашей личной жизни, или когда вам нужно буквально заботиться больше о себе. У нас указана дверь, и в этой колоде принципиальное значение имеют двери, открытые или закрытые, и ключи.
Так вот, дверь у нас под наклоном, и мы знаем, если кому-то доводилось хоть раз в жизни открывать наклоненную вперед дверь, это сделать достаточно сложно. Поэтому карта предупреждает, легко не будет, по наитию не будет, придется прикладывать усилия. И более того, нам показано как прообраз, почему дверь наклонена. Потому что это прообраз Пизанской башни. Да, кажется, она падает. Но мы знаем с вами, что она стоит многие столетия и, скорее всего, еще столько же простоит. Так, тем не менее, Пизанская башня – это символ крепости. И вам в эту крепость для самосохранения, мои дорогие львы. Почему я сказала, сохраняйте себя, будьте внимательны к деталям. Может быть, тут не совершить какую-то ошибку для вас будет очень важно. Или не устроить себе сеанс самокопания. Вот какую-то прочную позицию отчасти вы должны прочувствовать интуитивно, прислушаться к подсказкам своей собственной души, шестого чувства. Или осуществить свое намерение, это будет для вас важно. Но для того, чтобы эту дверь открыть, помимо того, что тяжеловато она идет, когда мы ее открываем, если мы сказали про ключи, а у нас расположен хамелеон, это и есть страж дверей, и вам придется договариваться с хамелеоном, мои дорогие львы и львицы, или договариваться с какими-то хамелеонами, и для вас придется быть как человеку, который быстро корректирует свои планы или не позволяет, может быть, своему эго на чем-то настаивать, понимая, что пока еще темновато, как по луне. Это всегда как сумерки. Нам говорит эта карта: ты не волнуйся, лев, выглянет солнце, у тебя все встанет на места. Но пока, вот в этот период жизни, нам нужно исследовать непознанную землю без карты. И вы не можете это отменить. Может быть, это как своеобразный жизненный экзамен, потому что 13-й старший аркан, как первое или главное событие в течение июня месяца, когда вы должны проститься с прошлым. Вы должны пройти вот эту трансформацию или сдать жизненный экзамен. Давайте мы немножко поясним, чем дело кончится. У кого-то эта трансформация будет связана с личной жизнью. Но я так предполагаю, с личной жизнью, безусловно, потому что кто-то может даже задуматься о том, что вы меняете статус. Да, такое может быть. И если вы были прежде один или одна, вам нужно решиться, может быть, на жизнь в паре, на жизнь с другим человеком, а вы уже привыкли к тому, что я в сольном варианте и делаю, что хочу. И на самом деле это сложно принять во внимание, что я, когда просыпаюсь, не один или одна, а есть еще кто-то, который требует внимания. И когда, если прежде я могла или мог думать только про себя утром, а тут мне приходится с самого утра с кем-то взаимодействовать. И правда, для кого-то из вас это серьезное может быть препятствие. И тем не менее, оставляй прошлое прошлому. Чем дело кончится? Мои дорогие, Луна, тут что-то не закончится. Тут закончится в свое время. Вы посмотрите, насколько интересен ваш расклад. Тут еще все равно какие-то неопределенности будут продолжаться. И поэтому, видимо, отстроить совершенно новую стратегию, мои дорогие, для вас будет важно. И хоть у нас выпадает 13-й старший аркан, а все равно рядом Луна ложится. И вот эта конфигурация карт говорит, ты должен оставить прошлое, даже если ты не видишь пока какую-то четкую стратегию, тактику. Даже если ты не можешь создать этот тезис-план. Искусство мелких шагов, чем дело кончится. Когда мы не форсируем что-либо, а учимся плыть по волне, не создаем для себя какую-то бурю в стакане или не пытаемся сделать что-то по-своему, все карты говорят об этом, а принимаем жизнь таковой, как она есть. И может быть для вас вот эта трансформация как раз и связана с тем, что вам приходится где-то и себя, как будто в чем-то ущемить. Или когда вы можете чувствовать в себе буквально неуверенность, но все же эту трансформацию придется пройти. Или для кого-то из вас. Чем дело кончится? Прощание с иллюзиями. Чем сердце успокоится? Ладно, 2. Да, будет задача отстроить финансовую стратегию и не допустить холодности в отношениях с теми людьми, может быть, которые вам всегда помогали. Но мы ведь пришли на нашу планету Земля для того, чтобы правильно провзаимодействовать с людьми, не для того, чтобы их перекроить под какой-то свой лад или так, как мы считаем правильным и нужным.
А, Поэтому не допускайте какой-то конфронтации, чем сердце успокоится, когда вы как раз можете закрыть, к примеру, какой-то финансовый вопрос, можете, или получить важные документы, найти, как по рыцарю мечей, недостающую информацию. Для кого-то из вас все же июнь может быть сопряжен, когда подача декларации. Вот по рыцарю мечей иногда бывают, когда приходят проверяющие к нам на работу, или когда мы получаем какое-то известие и должны явиться в какую-либо инстанцию, и мы не можем это отложить. С другой стороны, иногда проходят даже наши дети, даже подросшие дети, с их окончательным решением, и я переезжаю, к примеру, или я буду поступать и не в не в то заведение, которое рядом, или куда он планировал, вы планировали, а он как-то может переиграть свои планы. Вот иногда такое будет, потому что в колоде Таро иллюминатов бунтарь без причины означает рыцарь мечей. Но в положительном смысле эта карта проигрывается тогда, когда мы ищем информацию недостающую, и мы ее находим. По сути, мы ищем истину. Что же сейчас происходит на самом деле? И никаких эмоций. Хотя вы можете сталкиваться с людьми с разным характером, с дурным характером, со сложным, с какими-то проявлениями эмоций, но вас это не должно разрушать. И для вас это не должно быть препятствием к общению. И, может быть, какую-то свою стратегию финансовую, в зависимости от того, что вы получите или какие сообщения, в принципе, придут на ваш порог, вам и придется перестраивать, переигрывать. Но, видимо, есть какая-то данность, которую вы не можете исключить. Но это будет говорить все равно. Завершай то, что уже ты не возьмешь с собой в прошлое. Но все же 13-й старший аркан как раз и говорит о том, что вы многие вопросы, которые, возможно, были у вас на повестке в течение долгого времени. И это было как согласование с чиновниками. Или какие-то вопросы, все-таки это у нас мечи, может быть, у кого-то с судами, с какими-то разбирательствами. Вы здесь можете завершить в течение июня месяца или, по крайней мере, уже знать, чем дело закончится. И, знаете, вам помогает, как ни странно, вам будет помогать вот эта луна, неопределенность. С одной стороны, будет работать великолепно ваша интуиция, с другой стороны, когда мы вступаем очень аккуратно, мы понимаем, что есть вопросы, которые от нас не зависят. И тогда легче отпускать то, что мы не в силах изменить. Совет от карт. И этот период не продлится слишком долго. Вы завершите какие-то вопросы, вот как я говорила, в инстанциях, или разберетесь с детьми, или разберетесь в своем каком-то направлении жизни. У вас два рыцаря, но ваши энергии будут таковы, что вы все равно идете вперед. Рыцарь жезлов, он тем и отличается. Это карта как скорости, быстроты наших решений, готовности к тому, что вокруг меняется обстановка. И когда какой-то вопрос вы не можете отложить на потом, ваша быстрая реакция. И при том, при всем, повторяясь в очередной раз, мы готовы, как и себя где-то корректировать в связи с теми событиями, обстоятельствами, на которые мы не влияем, и корректировать собственные планы в зависимости от тех возможностей, которые нам предоставляются. Это огненная ваша энергия, поэтому своеобразная перезагрузка в июне месяце. Что-то вы оставите, и только после этого вы будете видеть какой-то последующий путь. Только после этого будет выстраиваться какая-то более четкая логическая цепочка развития событий или предполагаемая канва вашего продвижения. Давайте мы достанем, а точнее откроем вторую карту. Вы знаете, мои дорогие, вы ведь останетесь довольны. Но вот как я сказала, пока вы что-то не отпустите, вы не получите бонусов конкретно. Девятка земли в этой колоде карт – это удовлетворение и счастье от жизни. Это успех. Это уверенность в своих собственных силах. По этой карте размеренный образ жизни. Почему нам показана женщина, которая уже в возрасте и имеется в виду какой-то жизненный опыт. Вот и вы проходите какой-то жизненный опыт совершенно не зря. Вы можете изменить свою финансовую стратегию, когда, может быть, прежде вы зависели от людей, а здесь нет. По этой карте, когда это карта самоосознания, самоудовлетворения, самодостаточности, новых возможностей, иного качества жизни. Когда у нас это одна из лучших карт в этой колоде, когда мы радостны, когда мы счастливы,
И поэтому какой-то гештальт для вас будет очень важно закрыть. Иначе вы можете себе продолжить вот эту луну или какие-то нерешенные вопросы по части финансов и отношений. Или какой-то недостаток. Но вот когда вас хватает мужества идти вперед, это тоже предусмотрено по рыцарю мечей, тогда и открываются новые дороги. Если мы не завершим что-то, или если вы, мои дорогие, не попадаете вот в эту крепость, которая означает место вашего, отчасти вашей уверенности, спокойствия, место вашей безопасности или место вашей стабильности. Это не будет плавно, нам об этом сказали. От ваших важных решений последуют ваши события, но вы в июне определяете свою судьбу. И поэтому отсидеться не получится, если мы не принимаем вот этого важного решения, или мы, где-то спускаем на тормоза. Тогда и последующие события могут разворачиваться как-то по-другому. Тогда я могу предположить, что не девятка будет земли или девятка пентаклей и все то, что я перечислила, а тогда возможен какой-то минус и потери. И, может быть, вам приходится перестраивать финансовую стратегию в связи с изменившимися условиями или с тем, что вы меняете работу, но для вас это во благо. И даже при всем, что где-то, может быть, и приходится затянуть поясок, но оно того стоит, потому что на кону, повторюсь, ваше качество жизни на последующий период времени. Чем дело кончится? Пока мы не отпустим, новое не войдет в жизнь. В нашей жизни не бывает пустот. И если место занято, будем говорить, какой-то прежней историей, прежней работой у кого-то, тут ведь у каждого своя сфера жизни проигрывается, то и новое, оно будет стоять у порога, но так и не войдет в вашу жизнь. Чем дело кончится? По девятке земли. У кого-то это будет совершенно новая финансовая стратегия, которая одновременно будет сопряжена с изменениями в личной жизни. Или буквально вы будете заниматься каким-то делом, чем дело кончится, когда ваша новая работа будет связана с математическим подсчетом. По королю кубков как раз и проходит вот эта двойственность. Но это двойственность для нас, для всех, но только не для короля кубков. Конечно, чем дело кончится? Тут может конкретно помочь человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент. Но по королю кубков это еще и те люди, персональная карта, которые умеют не смешивать материальные эмоции, нашу личную жизнь или то, что мы чувствуем. Там, где чувства нужно проявлять, король кубков обязательно проявляет. Но там, где касается дела, рационализма, как я сказала, математического подсчета, для него очень важен материальный успех. И он туда никогда не примешает эмоции. Он не пожертвует своими эмоциями взамен материального благополучия. Поэтому для вас и могут означать эти энергии, где-то вам придется как и переключаться, не добавляя в какие-то рациональные решения ваши, намерения, стратегию, не добавляя себе глубокой философии или каких-то сомнений, или что думают люди, мои дорогие. Тут вас могут отговаривать, но важно то, что вы для себя решили сами. Чем сердце успокоится? Успокоится радость. Тут действительно вот такая карта, но, видимо, вот без этих важных решений, без самоосознания себя нового, вам не получится осуществить какой-то план. Давайте это карта радости. У кого-то будут радовать дети, чем сердце успокоится. Может быть, для вашего ребенка какой-то вопрос решается положительно, и вы за него порадуетесь. И сами себя будете тоже чувствовать уверенней, спокойней, радостней. Но вообще это карта новых возможностей. Поэтому тут действительно новые возможности, которые вас заставляют перестроиться. Но они открывают перед вами совершенно другой мир. С большим вдохновением. И совет нам вот все то, что я сейчас сказала. Восьмерка мечей – это карта внутренних страхов, сомнений. И карта нам говорит: не мешай себе. Потому что девушка просто не видит объективно какой-то обстановки. Она одела повязку на глаза, и ей кажется, что вокруг холодно. Весь мир настроен против меня, а я словно в зоне ограничений, и вокруг
8 мечей. Мои руки связаны, но нам показано. Цепь ничего не связывает. Мечей – это вообще даже не забор ни разу. А самое главное – открой глаза. Как-то так. Третье главное событие. Ох, мои дорогие, вы куда-то можете засобираться. Или ваши новые начинания получат продолжение, и это для вас будет осуществление какого-то очень феноменально интересного плана длиною в, ну, наверное, лет на 20 такое может проиграться. Какое событие? Это карта уверенности, тройка жезлов или тройка огня. Когда мы оцениваем обстановку объективно, кстати, вот смена энергии у вас происходит. Когда мы, может быть, помогаем себе, видя себя как визуализация. И это на самом деле, если мы можем себя представить в новом качестве, в новом месте, куда мы стремимся, и прочувствовать это буквально как кожей, или, как я сказала, представить, что я делаю в этот момент, или как я выгляжу. Ведь тут визуализация, самое главное, увидеть себя в деталях. Это мы протягиваем себе руку помощи из будущего. И карта нам говорит, ты только представь, как ты можешь выстроить свою жизнь, если сейчас приложишь свои усилия или добьешься того плана, который ты себе составил. Планы по этой карте обязательны. Может быть, и тезис плана, о котором я говорила. И по тройке жезлов это может быть какой-то последний штрих, какая-то небольшая пауза, но не для того, чтобы мы, оглянувшись назад, устроили себе вот эту глубокую философию, а для того, чтобы мы проверили, все ли я взял с собой, и совершили квантовый скачок вперед. Давайте мы узнаем, чем дело кончится. С вами могут не соглашаться. По пятерке жезлов карта нам не рекомендует основываться на том, что мы слышим от людей. Или надеяться, что нам кто-то придет на помощь. Здесь могут нам обещать что-либо, но карта говорит, не верь обещаниям. И не потому, что тебя кто-то нарочито может обмануть. Тут либо у людей меняются мнения или обстоятельства жизни, или сам человек, люди могут быть таковыми, когда они не поставят вас на первое место, а себя на второе. Поэтому быть готовым, правда, к неожиданностям определенно стоит, но вы должны как миссию какую-то свою совершить. И по этой карте проверяйте, перепроверяйте информацию. Все то, что услышано, чем дело кончится, тут не кончается. Вы можете сами работать с большим объемом информации. Или карта говорит, чем дело кончится, вам научиться в какой-то турбулентности плавать. Может быть, это для вас работа, все-таки жезлы, которые требуют какой-то многозадачности. Многозадачность или информационный хаос, так я и называю эту карту. И для вас, может быть, в новых энергиях научиться работать. Или продолжить какое-то свое намерение, когда для вас обстановка тоже постоянно меняется вокруг вас. Чем сердце успокоится. Праздником вы научитесь как-то по-новому оценивать людей. В вашу жизнь могут прийти, кстати, по пятерке жезлов совершенно новые знакомые. И вы пока просто для кого-то это будет картой означать. Я не знаю, как к ним относиться, доверять или не доверять. А карта говорит, ты не торопись, самое главное себя сохраняй. Отступи полшага назад и наблюдай. И праздник, если мы спросили, чем сердце успокоится, праздник будет. Карта совет. Еще одна тройка жезлов. Ехать куда-то вам придется. И, возможно, мои дорогие львы и львицы, у кого стоит на повестке дня переезд. Или это тот переезд, который вы хотели бы осуществить, но пока, если вот вы смотрите, например, на май месяц, я в мае делаю этот прогноз, вы еще пока не видите четких ориентиров. Или вы допускаете, что вы никуда не поедете. Так вот, к концу июня вы точно определитесь, я переезжаю. Или я меняю точно работу. Но не будет, как прежде, какое-то направление. У вас две карты, по сути дела, уверенности якоря и каких-то новых планов, новой миссии, или, как я сказала, квантового скачка вперед. Вы должны что-то отпустить, чтобы жизнь чудесным образом изменилась для вас. Да, это потребует от вас тоже усилий. Тут не произойдет само по себе ничего. Но, мои дорогие львы и львицы, оно того стоит. На кону девятка земли или карта нашего самодостаточности, нашего успеха,
материальной стабильности, материальной независимости и новых возможностей. И у кого-то, как и в личной жизни, тут может что-то проиграться очень интересно перспективное, а для кого-то по части работы и финансов. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.